Привет! С вами Каска. В этом видео вы узнаете, как слегка повысить FPS в Apex Legends, а также избавиться от лагов и фризов. Долго вас задерживать не буду, попрошу лишь поставить большие пальцы вверх, подписаться на канал, если до сих пор этого не сделали, и конечно же приготовить ваши ручки. Ну а мы полетели. Ищешь, где можно приобрести лицензионные проверенные ключики на Windows 10, 11, может быть Office или вообще антивирус? Рекомендую своих надежных друзей из интернет-магазина L-Store. Цены абсолютно доступные, часто происходят скидки и акции. Оптимизация начинается с чего? Правильно, с чисто лицензионной винды. Ссылочка на магазин с ключиками будет в описании. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем настройки, сразу же переходим на вкладку видео, режим отображения ставим на весь экран, разрешение по соотношению к твоему монитору. Если у тебя 2К, оставляешь 2К, если Full HD, то оставляешь Full HD. Если ПК слабенький, FPS-иков собственно у тебя мало, есть очень хороший и проверенный способ, это понижение самого разрешения. Допустим, до 1280 на 720. Да, картинка ухудшается, появляется очень много пикселей, но FPS вырастает практически в 1,5, а то и 2 раза. Поле зрения. Тут по желанию на FPS слегка влияет, но естественно, ради пару кадров не стоит им жертвовать. Тряска при беге. Минимально, я лично ставлю. Вертикальная синхронизация. Отключаем. NVIDIA Reflex. Включено и усилено. Сглаживание. TSAA. Качество текстур. В зависимости от объема твоей видеопамяти. В моем случае это 8 ГБ, но я оставлю все равно высокое, чтобы чуть быстрее прогружались и не было каких-то лишних проблем. На FPS чаще всего не влияет. Фильтрация текстур. Оставляем на 16X. Качество рассеянного затенения. Выключаем. Охват теней от солнца. Высоко. Детализация теней. Низко. Детализация теней точечные. Оставляем очень высоко, либо высоко. Объемное освещение. Выключаем. Динамические тени. Оставляем включенными. Качество моделей. Высоко. Эффекты. Высоко. Следы ударов тоже высоко. Ну, физика тел тут по желанию. Я оставляю на среднее, иногда высокое. Это касается ПК средних и выше, такие как 2070 Super и так далее. Если ПК у нас слабее, то сглаживание мы, конечно же, отключаем. Но если ты, как и я, не можешь играть без сглаживания, то оставь ПК включенным. Текстуры ставим на нет, потому что если делать сравнение очень низкое, среднее, высокое, то по кадрам там будет прям кропаль. Если же мы поставим на нет, то FPS знатно вырастает. Поэтому для слабых ПК лучше ставить на нет. Но если играть невозможно, то естественно ставим низкое. Фильтрация текстур. Оставляем на 8X. Тени от солнца низкая. И динамические тени тоже, конечно же, низкая. Детализация самих теней. Выключаем. Качество эффектов. Низкое. Следы ударов. Выключаем. Физика тел. Среднее, качество моделей тоже среднее. И получаем настройки следующего образа. Если нам нужно еще больше FPS, то отключаем сглаживание и NVIDIA Reflex. В принципе, у нас и получаются уже как самые низкие настройки, но тем не менее. И нажимаем применить. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте, но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивчик для бусти с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией, а также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. После того, как настроили графику в Apex, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 3 папки, приложение MSI Mod и схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду, нажимаем PKM, копировать, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка, да, нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем, открываем ярлык схема питания, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. После этого при желании можно поставить конфиг на стабильный 144 либо 240 FPS. Повторяться не буду, есть отдельный ролик у меня на канале, ссылочка будет в правом верхнем углу и в описании. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. Если игра в Steam, открываем Steam, библиотека, находим Apex, нажимаем PKM, свойства, выбираем галочку с игровой кинотеатр. В параметрах запуска при желании можно написать FPS Max 0, для того, чтобы не было ограничения по кадрам, и нажимаем обзор. Если игра в Origin, то же самое, заходим в папку с игрой и ищем приложение R5 Apex, нажимаем PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, далее параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования, нажимаем ОК, применить и ОК. Копируем путь к самому приложению, нажимаем PKM,
копировать, все остальное можем закрывать. В нашем архиве находим ярлык «Аппаратное ускорение», нажимаем «Обзор», вставляем наш скопированный путь, приложение R5 Apex «Добавить», параметры и ставим галочку на «Высокая производительность», «Сохранить». Если тебе доступно аппаратное ускорение, тогда можешь его включить. И после всех этих настроек не забудь сделать перезагрузку своей системы. Нажимаем PKM на пуск, диспетчер устройств, системные устройства, а опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и отключить устройство. Нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, настройки, создание клипов. Если у тебя стоит галочка на записывать в фоновом режиме, мы ее обязательно убираем. Далее нажимаем закрыть и закрыть. Следующее, что нужно сделать, это настроить и немного оптимизировать нашу видеокарту. Открываем наш архив, папка настройка видеокарты. Здесь у нас есть 3 папки для разных видеокарт: AMD, Intel и Nvidia. Начнем с Nvidia. Первый пункт. Драйвера. Залетаем на сайт, выбираем нашу систему и качаем последнюю версию драйверов. Далее открываем NVIDIA Driver Settings и делаем настройки такие, как указано у нас на картинках. Если у нас видеокарта от AMD, открываем папку AMD Radeon. Здесь в первую очередь нам тоже стоит скачать драйвера. Только качаем последнюю версию рекомендованных драйверов. Далее делаем установку. Установка у нас минимальная. Открываем AMD Driver Settings и делаем настроечку по картинкам. Если у нас видеокарта от Intel, тут тоже у нас есть картиночки и делаем настроечку. В нашем архиве открываем папку очистка, Delete Them Files, выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. Продолжить. Все, что у нас не удаляется, нажимаем отмена. Далее возвращаемся назад, Delete Them Files, нажимаем на любой из файлов, далее Ctrl-A, Shift, Delete и Enter. Все, что не удаляется, снова же нажимаем отмена. Открываем ярлык Disk Cleanup, выбираем диск C, очистить системные файлы, снова выбираем диск C, ставим везде галочки и нажимаем ОК. Нажимаем PKM на MSI мод, запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI, приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. Твики реестра. Открываем папку. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем папку бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть в картинках, для рукастых и красиво расписал. Если же мы сделали уже активацию, то можем вернуть с помощью этих файликов. То есть мы сделали активацию DVR1 и DVR2, нужно это будет свернуть назад, допустим. Ну а здесь есть бэкап DVR1 и DVR2. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR, который чаще всего забирает около 5% ваших кадров. Game DVR. Нажимаем PKM слияние, Game DVR2 PKM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаем 2 раза LKM, либо через Enter. То запускаем как обычное приложение. Да и ОК. Отзывающая систему PKM слияние, сетевой трекинг PKM слияние и системный приоритет тоже PKM и слияние. В нашем архиве открываем Xbox Game Bar. Сам Xbox мы, конечно же, отключаем. Переходим на игровой режим, мы его оставляем включенным. Записи. Все, что здесь будет указано, все это отключаем и ставим на самое минимальное значение. Переходим на главное, конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть 2 варианта. Отключаем все фоновые приложения, как это делаю я, либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем, либо используем, но крайне редко. Такие как Xbox, Xbox Game Bar, Телега и так далее. Все это можно спокойненько отключать. После всех этих настроек залетаем в Apex и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.